Всем привет! Это канал Мечтательница у моря. Меня зовут Саша, и я рассказываю о своей жизни в Новороссийске и не только. Добро пожаловать! Всем доброе утро! Я начинаю свой новый день в Стамбуле. И сегодня кое-куда хочу отправиться и покажу вам эти места. Можно сказать, что сегодня я к большинству своих зрителей буду немножко ближе. Смотрите дальше. Тихий квартал, соль на перилах домов. Мы собираем крошки тепла из ветров. Рваные кеды, следы по песку до воды. Ты мне киваешь, молча смеясь от стыда. Город у моря дышит медленно и мной. Я ловлю твои взгляды пальцами сквозь прибой. Город у моря смотрит в общее окно. Пусть еще рано навечно, но мне с тобой легко. Фонари днем тускло висят, как сон. Я говорю о глупостях, ты отвечаешь потом. Пальцы в карманах, теплый конфетный пакет. Первый трамвай проезжает, оставив нам этот свет. Город у моря дышит. Вот мы прибыли в Румели Каваги. Посмотрим, что там интересного. Illegale spiegare. Porta Stücke bis zu illegalen Sachen. Мост, Черное море. Var mı başka? Итак, мы в Румели Каваги, за моей спиной последний мост через Босфор в сторону Черного моря. То есть там уже можно присмотреться, и где-то там наше Черное море. Мост, по-моему, называется, только что прочитала, уже не помню. Мост, скажу сейчас. Мост Султана Сулеймана. Что-то там короче, вот мост. Один из самых высоких мостов в мире. Я там на карте нашла смотровую площадку. Сейчас посмотрю, можно ли к ней пройти куда-то вот повыше. Вот. И, возможно, там будет вид лучше. А пока давайте посмотрим на цены. Здесь кафешки на берегу. Смотрите, какой вид классный. Можно и в помещении сесть, а можно и за открытый столик сесть. Что тут есть? Завтраки. 600 большой завтрак. Минимен 200 лир. Омлет 150.
Мидии 250 лир. Мидия экмек — это сэндвич с мидиями, прикиньте, 200 лир. Потом есть фиш, какой-то сэндвич с рыбой, кускумру, не знаю, что такое. Какая-то рыба, видимо. Тоже сэндвич с рыбой 250. Курица, кёфте. Ну, в общем, цены такие вот. Такие вот. Найден очень странный арт-объект. Медведь просто под деревом висит. Это немножко жутко. Посмотрите, какая там красота. Просто на пляже поставили столы, повесили гирляндочку, несколько даже там их. И вечером тут, наверное, очень романтично. Очень красивое место. Вон там вид на мост, и там уже выход в Черное море. Очень, очень классно. И снова здравствуйте. Немножко прошлась, до смотровой не дошла, потому что карта показывает, что идти туда 40 минут. И при этом дорожка, которая туда поворачивает, вроде как закрыта. Возможно, я что-то путаю. Ну да ладно, как бы тут хорошие у нас виды. В местном парке сижу маленьком, но достаточно уютном. Прям вот с видом на залив, с видом на через дорогу там крепость и поселение Анадолу Кавага. Я, кстати, собиралась туда сегодня ехать, но передумала. Представляете, передумала просто потому, что чат GPT мне говорит такой: да, вы можете туда отправиться, использовав вашу транспортную карту. Это будет дешевле, чем ехать с туром. Но оказалось, что это не так, что с туром только, ну, то есть надо покупать билет и только так ехать, и стоит это 640 лир. А Анадолу Каваги это вот он через пролив буквально, то есть и разницы нет, куда ехать или сюда ехать. Там единственная крепость вот на горе, куда можно сходить. Но я там была, поэтому я решила, что я приплыву сюда, в эту рыбацкую деревушеньку, и погуляю здесь. У меня как раз есть 3 часа, чтобы хорошо провести время, покушать, наверное, потому что здесь много рыбных ресторанчиков и кафе, и можно что-нибудь рыбное как раз скушать. Ну, просто погода классная, солнышко светит, и просто супер настроение, супер состояние. Тут нет толп этих туристов, ну, то есть, чтобы вы понимали, с корабля сошли, я не знаю, наверное, человек, 20 максимум. А вот на тот корабль, на котором я не поехала, и не поехала в Анадолу Каваги, который, типа, ностальджик туру называется, типа, длинный тур по Босфору, это, по сути, тот же самый маршрут, просто на другую сторону, представляете? И стоит сильно дороже, потому что тут меньше 100 лир, насколько я понимаю, стоит вот мое катание на пароме. Короче, вот такой вот лайфхак, можно сказать. Так как я путешественник с низким бюджетом, донатить мне никто не хочет. Сегодня провела прямую трансляцию, пока плыла. Вообще безрезультатно, конечно. И просмотров мало. Но на Ютубе я не могу пока что нормально стримить. Там у меня ограниченное число пользователей, только мои подписчики плюс 25 человек. Вот. На Рутюбе, мне кажется, никто не смотрит. А на других площадках тоже все как немножко скудненько.
Короче, раз уж я путешественник с низким бюджетом, то буду проводить время здесь. Сейчас еще немножко почилю, погуляю, а потом пойду покушаю что-нибудь рыбное. Посмотрю на мост, на Черное море, которое начинается уже здесь. Короче, как говорят турки, супер. Тихий квартал, соль на перилах домов. Мы собираем крошки тепла из ветров. Ну что, продолжим обзоры турецкой еды. И это огромный рыбный хлебушек. Очень большой. Очень большой. Надеюсь, что очень вкусный. Короче, хлебушек мягкий, но при этом с корочкой. Внутри рыбки очень большой кусок, и овощи. И по сути нет никаких соусов, но я чувствую немножко лимон. Возможно, он там есть. И это прям добавляет вкуса рыбе. Это очень вкусно. Я не знаю, съем ли я все, потому что это огромный сэндвич. Огромный такой бутерброд. Тихий квартал, соль на